Доброго времени суток! У микрофона Марокко, рад вас приветствовать у себя на канале. 11 апреля 2025 года разработчики выкатили новый глобальный патч корректировок персонажей, карт и даже долгожданный реворк Рипера. На данный момент все изменения доступны только лишь на тестовом сервере, однако в скором будущем они появятся у каждого из нас в игре. В этом видеоролике мне бы хотелось не только показать и озвучить их, а и прокомментировать с точки зрения игрока, наигравшего в игру более 9000 часов. Вот, к примеру, статистика основного моего аккаунта, где я уже в 16 раз покорю ранг гладиатора. Ну что ж, поехали! Начнем с механика. В очередной раз ей собрались повышать ее дебаф на декодирование, тогда когда ваши тиммейты ранены, нокнуты, либо сидят на кресле. Зачем? Но давайте постараюсь объяснить логику разработчикам. Дело в том, что наша Трейси, как сейчас, так и 7 лет ранее, в нокнутом состоянии, так и во время отсидки на кресле, может полноценно управлять своим роботом. Декодировать ним, лечить ним, спасать ним и даже открывать ворота ним. Ну и Ахдан, в том числе и открывать сундуки. И вот к всему этому долгое время неравнодушно дышали наши разработчики. Они понимали то, что это несправедливо по отношению к охотнику. Ибо если механик откатит, предположим, 40, 50, в лучшем случае, конечно, 60 секунд, этого вполне достаточно при правильной разыгровке команды против большинства охотников, чтобы выйти в гарантированную ничью, а может даже и в победу. Вот поэтому все эти 7 лет разработчики, как по мне, маялись ерундой и постоянно то бафали, то ослабляли механика. Начинали они это активно делать в году так 19-20, тогда когда механик была метовым персонажем, то бишь была имбой. За это время я придумал множество вариантов, как можно наконец-таки урегулировать механика. Наиболее щадящим, по моему мнению, будет вариант тогда, когда механику после определенного времени, проведенного в ноке, либо же на кресле, запретят управлять своим роботом. То есть, предположим, проходит 10-15 секунд, и вы уже не можете никак управлять своим роботом. Он живет сам по себе, если он, например, хилил, либо открывал ворота, либо декодировал, то он это продолжает делать, так как это обычно бывает, когда вы ним не управляете. Как по мне, справедливый вариант, который игроки со скрипом, но приняли бы. А вот менее щадящий вариант ее нерфа может заключаться в том, что только лишь в определенном радиусе вы можете управлять своей куклой. Условно, у вас есть 70-90 метров радиуса, где вы можете бесперебойно управлять роботом, а уже далее за пределами этого радиуса управлять роботом с помехами. Начиная с визуальных помех, как это, например, в обычной жизни бывает, когда вы выходите за определенный радиус и уже, например, не можете нормально управлять своим беспилотником, заканчивая частичной и полной потерей управления над роботом. Согласитесь, довольно-таки футуристичный вариант, возможно, трудный в исполнении, но это все так же, как и с первым вариантом, решаемо. Думаю, услышав эти предложения, разработчики бы предпочли первый все-таки вариант, да и я сам тоже к нему склоняюсь. Mind's Eye, она же слепышка, получит усиление своих способностей. Во-первых, палка теперь будет откатываться 45 секунд вместо 50. Во-вторых, больше никаких аур охотник не увидит под действием способности Хелена. И в-третьих, самое приятное, теперь дебаф на перелаз будет составлять не 22%, как сейчас, а 15%. А с учетом использования левой ветки талантов, он и вовсе понижается до 5%. Но тут в принципе и так все понятно, весьма приятный и справедливый баф для самого слабого выжившего в игре и для самого слабого декодера в игре. А вот здесь я считаю, какие-то абсурдные изменения разработчики решили дать энтомологине. Перезарядка использования роя будет снижена до 15 секунд вместо 20, как это было ранее. Потеря прочности при атаке снижена с 40 до 35. И выжившие, находящиеся в радиусе действия роя, смогут увидеть его очертания, то есть теперь у роя будет аура, и его можно будет видеть через текстуры. Просто что? Зачем? Она и так сильна, и так понятно, где ее рой летает, потому что его хорошо слышно и видно. Это как если бы они сейчас выкатили баф Грейвкипера. Да, его тоже решили усилить. Теперь в момент анимации использования лопаты охотник больше не сможет отнять у него способность. Вместо этого у него останется лопата, и она будет всего лишь на 10 секунд меньше действовать. То есть, грубо говоря, будет половина лопаты.
И поймите меня как бывшего S-Page-могильщика правильно. Это было бы справедливо, если бы некоторые анимации, воздействующие на вашу анимацию залаза в лопату, не воздействовали больше на копателя. Это как, к примеру, из моего самого любимого, когда, к примеру, вы хотите залезть в лопату, а на вас вылетает колесико внезапно. Оно по вам проезжает, и вы от этого лишаетесь лопаты, из-за того, что в момент залаза вас просто переехали. Если, к примеру, брать моего любимого выжившего випинг-клоуна, то у него изначально такой ерунды не было. Нельзя в момент анимации использования ракеты какой-то другой анимации своей, то есть охотничьей, сбросить ему ракету. То у копателя только сейчас появляется эта возможность, и мало того, что она появляется, так теперь вообще невозможно сбросить ему лопату. Даже когда вы находитесь близко, и даже тогда, когда копатель неправильно использует свою лопату. И вы на этом его ловите, то есть ловите выжившего на ошибке. Теперь это частичная ошибка, из-за которой он всего лишь лишится половины лопаты. Вот так в действительности теперь это будет выглядеть. Справедливо это на самом деле или нет, решать каждому из вас. Magician, он же маг, теперь в момент использования палочки может перепрыгивать через окна или палеты. Вдобавок, созданная ним иллюзия теперь не будет мешать никому в передвижении, будь это сам Magician или какой-нибудь другой ваш тиммейт. Увеличение к скорости бега после использования палочки теперь будет составлять вместо 40-50%, что теперь практически можно приравнять к использованию ускорения черлидершей. И вдобавок к всему этому ему добавили дополнительную вариативность в обмане иллюзией. Теперь на его иллюзии будут срабатывать станы от таких охотников, как Хермит и Кошатница. И я боюсь предположить, что и с другими охотниками, которые имеют схожую механику, иллюзия будет работать так же. И при всем при этом, когда иллюзия будет разрушаться охотником, маг снова будет получать ускорение. Пока точно неизвестно какое именно, но если такое же, как и при использовании палочки, то это полноценная альтернатива пожарному следователю. И теперь, если честно, все указывает на то, что теперь Magician станет метовым кайтером. Бальзамировщик или ласково Ебламер получит теперь некую визуальную оптимизацию того количества гробов, которое у него остается. И вдобавок к этому, после использования спасения при помощи гроба, теперь он и другие выжившие не смогут получать накопление способностей от той же наяды, лосковика и тени. А после окончания эффекта неуязвимости, скорость выжившего увеличится на 40% в течение 1 секунды. Что похоже на ускорение черлидерши при использовании 5 ее очков вдохновления. В целом могу сказать то, что это справедливо. Мне нравятся эти изменения, наконец-то на него обратили внимание. Explorer, он же путешественник, у него теперь больше 70 метров не появляются страницы с процентами декодирования. А при успешном прожатии скилл-чека ему будут выдаваться дополнительные проценты на декодирование, а именно 0,8%. И теперь, что немаловажно, способности охотника, которые указывают на ближайшего выжившего, больше не будут указывать на мелкого, если он использует свою книгу. Довольно-таки справедливое и сильное усиление для мелкого, потому что ранее, для тех, кто может быть не знал, бывало такое, что вплоть до 110 метров могли появляться новые записи на декодирование, тогда когда на карте оставалось мало еще не заведенных машинок. Это изменение нацелено не на значительное изменение к скорости декодирования, а как раз таки на ликвидацию таких вот неприятных случаев. И теперь получается, в маленьком состоянии найти путешественника станет немножечко сложнее. Счастливчик, он же супер универсальный персонаж, особенно для новичков. Если вы новичок, то я рекомендую именно на нем начинать играть. Он очень силен и станет еще сильнее, ибо открытие сундука теперь будет на 100% ускорено. И теперь, насколько я понял, если вы подходите к сундуку, выбираете определенный предмет и по итогу он вам не выпадает, то у вас появляется возможность с 50% вероятностью при помощи той способности, как в начале матча вы выбираете предмет, еще дополнительно выбрать какой-то предмет, что звучит неимоверно круто. В отличие от увеличения процентовки на получение фонарика и вдобавок еще одной палочки Magician. Пророк, он же Сир, наконец-таки не прошло и 7 лет, называется, получит звуковой эффект и визуальное сопровождение при использовании совы во время просмотра за другим выжившим. Думаю, многим игрокам этого не хватало, и я искренне удивлен, почему только сейчас они это сделали. Маленькая девочка.
ей немножечко ускорит восстановление фрагментов памяти, и теперь она будет дальше ними отбрасывать охотника. Насколько дальше не указано, но я думаю, что это будет ощутимо. И в качестве оптимизации якобы теперь выжившие могут взаимодействовать с палетами и окнами, будучи атакованными маленькой девочкой. То есть во время активации фрагмента памяти теперь якобы ничего сбрасываться не должно из этих взаимодействий, и вы сможете их реализовать. Пациент наконец-то получает долгожданное мною изменения, теперь он будет быстрее использовать крюк и во время использования крюка ни в кого не встревать. Имеется в виду в первую очередь выжившие, насчет охотника не уточняется, но было бы круто, если бы об охотника тоже нельзя было встревать. Вдобавок ему добавят дополнительную кнопку, при нажатии на которую он сможет отделять отталкивание от перелаза. То есть теперь вам не нужно занудно целиться в одну точку, чтобы выбрать определенное действие, теперь достаточно просто нажать заранее кнопку и прицелиться. Удобно, спасибо большое. Теперь я понимаю, что на пациента стоит покупать тот самый лимитированный костюм, который недавно вышел. И последний из корректировок для выживших — это ковбой. Теперь во время перелаза охотником окна, вне зависимости от анимации охотника, ковбой сможет перепрыгивать обратно через охотника на другую сторону окна. И анимация, получается, тем самым не будет ему мешать. Тоже странно, почему нельзя было это оптимизировать и сделать раньше, но ладно. Очень приятно познакомиться, разработчики и их отношение к непопулярным персонажам. Итак, корректировки охотников. Хулабао получает свой заслуженный нерв, где первое, что я хотел бы отметить, это снижение количества трапеции с 3 до 2, что немаловажно, поскольку это снижение мобильности охотнику, теперь он на средних и больших картах не так будет уверенно себя чувствовать, перепрыгивая большие текстуры в определенных местах. Также ему слегка уменьшили длительность рывка в этой самой трапеции. И это, кстати говоря, очень сильно мне напоминает ситуацию с нерфами Сангри, где и тоже уменьшали скорость рывков в тень на какие-то смешные десятые процента. Помимо этого он получает смешное замедление в передвижении и уже не смешное, а довольно-таки существенное замедление перезарядки и использования клонов. Теперь клоны на 2 секунды дольше будут находиться в откате. В целом я бы назвал этот нерв не то чтобы незначительным, а просто слабым, поскольку все те чудеса, которые он сейчас вытворяет со своими клонами, а именно те самые легендарные двойные хиты через текстуры, он все так же будет выполнять. В этом смысле его никак не меняли и не ослабляли. За что обидно, ведь лично я буду продолжать его блокировать в ранге. Готман, он же Козел, получил все такой же нерв, как и в прошлый раз, если кто помнит, имеется в виду по таким же параметрам, которые я даже не вижу смысла обсуждать. Справедливо, продолжайте, нравится. И вдобавок, обычную дальность атаки ему снизили и заряженную тоже понизили. Возможно, теперь его хитбокс будет напоминать ту же гейшу или сангрию, нежели того Готмана, которого мы знаем сейчас. Что славненько, но я все-таки продолжу его блокировать в ранге. И вам опять же таки рекомендую. Что Хулабао, что Готман, как были метовыми, так такими и останутся, я вас уверяю. По большому счету им просто увеличили скиллозависимость, необходимую для хорошей игры за них, нежели как-то серьезно ослабили их способности. Breaking Wheel, оно же сломанное колесо, получает неожиданно для всех баф, то есть усиление по ряду способностей. Ему снизили перезарядку молчания, это те самые ускорения, которые позволяют ему быстро перемещаться вдоль всей карты, с 5 до 4 секунд, а также перезарядку капканов на 2 секунды. В придачу увеличили скорость поломки досок на 20%. Как я понял, это будет действовать для обычной формы, а для формы колеса он будет все так же быстро их ломать. Ну и переключение форм из обычного состояния пешего охотника в колесико также сократили. Теперь это будет 5 секунд вместо 7. Просто что? Он и так сильный и довольно-таки метовый, просто он чрезвычайно скиллозависим в плане поворотов из-за его ужасной чувствительности и зависимости от пинга. Говорю вам как тот, кто неоднократно играл против самых топовых колесиков нашего сервера, а именно мобильных игроков, у которых управление чуть-чуть плавнее. И как тот, кто недавно начал фармить на него медальку для своего профиля.
И еще маленькое дополнение. На секундочку, Колесико на момент выхода был супер имбовым за счет своей второй способности разбрасывания шипов в определенном радиусе и последующим щелканием сурвов после заполнения полной шкалы. Его как раз таки именно в этом в первую очередь раньше нерфили, в придачу с теми параметрами, которые сейчас обратно пытаются усилить. Это очень странное решение, которое можно оправдать только лишь тем, что на Колесике очень мало кто играет, и скорее всего из-за этого у него статистика по серверам хромает. А может потому, что разработчики соскучились по нему и снова хотят его увидеть на QA турнирах. Undead, он же для меня Comdead, получит увеличение точности прыжков во время рывков и вдобавок сокращение к анимации во время тех самых прыжков и подготовки к следующему рывку. А вот последние параметры, которые ему подтянули, весьма спорны, потому что ему ускорили заряженную атаку, которая зачастую наоборот играла ему в пользу, особенно в связке с тем талантом, который дает небольшое ускорение при зажатии затяжной атаки. Посмотрим, как это будет теперь играться. Думаю, неплохой баф, весьма справедливый. Бэйн, он же Gamekeeper, получит схожий баф наподобие того, который недавно давали Лео. Теперь и Бэйн будет быстрее отходить от промаха с обычной атаки. А радиус действия оглушения — это тогда, когда он хукается в объект, притягивается к нему, распространяя небольшое оглушение в пределах того места. Так вот, радиус действия его оглушения теперь увеличен на 20%, что звучит по ощущениям как 3 или 3,5 внутриигровых метра. Кстати, как и в случае с Колесиком, ранее Бэйну как раз таки этот параметр занижали и сильно нерфили, а теперь его обратно подкручивают. Однако в случае с Бэйном, как по мне, это допустимое усиление. Теперь у Бэйна появится чуть-чуть больше вариантов для разыгровки выживших. И прежде чем я перейду к следующему персонажу, хочу вам напомнить, что оглушение Бэйна в том числе предотвращает некоторые анимации у выживших и сбрасывает открытие ворот, декодирование и спасение. Держите это в голове, чтобы потом не удивляться. Паучиха вновь получает справедливое и приятное улучшение в размещении паутины, также расширение хитбокса, что неожиданно, причем не только по горизонтали, а и по вертикали в том числе. А после второй фазы присутствия теперь ей увеличили восстановление паутины с 1,2 до 1,4 в секунду. Звучит, конечно, незначительно, но нам, как тем, кто играет постоянно на желтом пинге, необходимо и приятно. Внезапно ящер получит небольшой нерв в виде увеличения продолжительности атаки при переносе выжившего на шарах. Допустим, ладно. У Клеркши тоже все незначительно, ей как-то оптимизировали выбор высоты при чтении записей на картах с 2 этажами. А вот уже Клоун, он же Смайлифейс, получил довольно-таки сильное усиление. Ему улучшили, по всей видимости смягчили, как мне кажется, логику столкновения с препятствиями во время рывка. А если рывок был прерван каким-либо способом выжившим, его запчасти, которые он до этого натянул на ракету, сохраняются, но будут требовать дополнительной переустановки. Что не может не радовать, поскольку у нынешнего Смайлифейса очень большие проблемы с количеством модификаций и в целом модификаций в матчах при игре за него. Разработчики наконец-то это поняли и решили в этом ключе его усилить. Вот только в местах, где раньше появлялись модификации вне машинок, шанс их появления будет снижен. Также ему ускорили время установки всех модификаций раздельно или вместе. Еще из приятного на 10 секунды ему ускорили анимацию после выхода со столкновения с доской или просто с препятствием. Ничего не имею против всех этих корректировок для Смайлифейса, я только рад, поскольку в нынешних реалиях Смайлифейсу действительно трудновато бывает против некоторых команд и некоторых выживших. Вучан получит один из сильнейших бафов после своей последней переработки. Теперь его хитбокс в обеих формах будет ощутимее длиннее. У белой форма 3,15 метра, а у черной 3 метра и 6 сотых, то есть почти что такие же 3 метра, как и у белой формы. Теперь различия будут минимальными. А с заряженной атакой, по всей видимости, именно черная форма будет ударять на расстояние 3,2 метра.
Боюсь представить, как это теперь будет выглядеть в матчах, особенно у топовых зелено-пинговых вучангов. И также для черной формы снизили восстановление ее колокольчиков на 1 секунду. Спасибо, что хоть не на больше. В придачу теперь, когда вучанг будет бросать проверочный зонтик, который обычно подсвечивается зеленоватым цветом, выживший, находящийся в нем, будет получать замедление и видимость его силуэта на целых 8 секунд, тогда когда ранее было 5. Помимо этого, если выживший был поражен несколько раз колокольчиком черной формы, он больше не сможет контролировать это состояние. Это имеется в виду, что теперь вы не сможете в тайминг под колокольчик сбрасывать палеты, либо перелазить через окна. По итогу вучанг получает очень сильный баф по всем возможным своим параметрам, что теперь даже средние игроки на нем будут себя увереннее чувствовать за счет увеличения хитбоксов. А теперь самая крыша выносящая – Бон-Бон. Давайте я пока ничего озвучивать и комментировать не буду, просто взгляните на экран. Да-да, вы все правильно поняли, теперь из Бон-Бона хотят сделать супер жесткого кемпера кресел. Причем того, кто вынуждает спасать максимально быстро, поскольку с каждой 10-й секундой отсидки выжившего на кресле увеличивается шанс провала спасения до второй фазы отсидки. Поэтому если вы до этого не умели спасать против Бон-Бона, то обязательно научитесь и как можно быстрее теперь идите на спасение, потому что в ближайшие месяцы все Бон-Боны будут именно этот дополнительный талант использовать. Лично мне совсем не нравится эта корректировка. Это первый охотник, который прям вынуждает максимально быстро идти на спасение. Я боюсь представить, что теперь будет в матче против топовых бонбонов. Золото дураков. Теперь альтер-эго многими любимого Нортона будет иметь перезарядку кирки, наносящую урон в 16 секунд. А столкновение с препятствиями во время полета к кирке как будто бы и вовсе удалено. Посмотрите на это. Вот такая будет теперь у него оптимизация. Выглядит как очередная заслуженная корректировка, ничего не имею против этого. И наконец-то долгожданный реворк Рипера. Его презентовали еще 14 марта этого года на стриме анонсов от разработчиков. Если максимально вкратце, Риперу улучшили мобильность за счет различных улучшений, связанных с невидимостью Рипера, при которой он ходит, как вы знаете, быстрее. Анимация лезвия и логика срабатывания лезвия полностью переработана. Теперь он имеет схожую механику с Nightwatch, а именно 2 заряда. Один заряд минус 25 урона выжившему. Один заряд по отдельности снимает 25 урона по выжившему, а если их применить оба, то срабатывают они так же, как и сейчас у Рипера, отымая половину здоровья у выжившего. Затяжная атака больше не будет активировать никакое лезвие. Она будет работать абсолютно так же, как и у других охотников. Чувствую, после этого реворка у него теперь будет практически все необходимое метовому персонажу. Смотрите сами. Повышенная мобильность, возможность нанести хит по выжившему как четвертной, так и полноценный. Однако при всем при этом все так же у него будет отсутствовать контроль карты. Имеется в виду контроль заводящихся машинок. Он все так же, как и раньше, будет вынужден пешком перемещаться между ними. А во всем остальном он должен будет себя чувствовать отлично. Поэтому обязательно подтяните свои навыки Кайто против Рипера, иначе пинайте на себя. Теперь у нас на очереди корректировки карт. Думаю, стоит начать из приятных изменений, и первым по этому списку идет у нас Lakeside Village, где на главном пляже у носа большого корабля решили добавить новые развалины, которые будут давать возможность кайтить тех охотников, которые раньше через те средние текстуры могли что-нибудь пробрасывать, либо, например, перепрыгивать. Тот же, например, ящер, либо андет особо тут уже не попрыгает. Как по мне, приятное маленькое дополнение к карте. Далее на этой же карте решили изменить зону около лачуги, а именно снизить густоту кукурузных полей, добавить напротив лачуги еще одну хорошую палету, вместе с очень сильным для перетяжки окном, при этом никак не изменив все окна, которые и так в окрестностях были расположены.
Как по мне, это очень сильное изменение для выживших на этой карте, поскольку теперь можно спокойно делать перетяжки от ворот в лачугу, с лачуги на маленький корабль, с маленького корабля в лачугу, на ворота. И это звучит все довольно-таки круто по сравнению с тем списком, который мы затронем немножечко позже, с ухудшениями карт. Но даже на этом разработчики не остановились, и все так же на этой карте около лачуги добавили еще одну связку из двух палет, которая расположена на перипетии центра карты, маленького корабля и лачуги. При помощи этой зоны вы сможете еще лучше перетягиваться в определенные места карты и также кайтить. Я прям искренне удивляюсь, почему именно эту карту решили настолько сильно перебафать в плане размещения объектов около и так сильных мест. Затем из приятного у нас идет карта Moonlit River Park, где теперь около неработающей карусели вы сможете все так же дольше прокатить за счет добавления около нее зоны с туалетой и окошком, да, причем полузакрытой. И вот в отличие от Lakeside Village, эта карта нуждалась в усилении. Ведь на ней опытному охотнику очень легко предугадать, откуда именно пойдет на спасение к креслу выжившей, ибо у того самого выжившего попросту нет нормальных укрытий для нормальной перетяжки на спасение, либо просто перетяжки по карте, а так хотя бы хоть что-нибудь около некрутящейся карусели теперь у нас будет. Также главное здание этой карты, а именно двухэтажный цирк, решили оптимизировать, расширив в обеих сторонах его главные входы. И сделали это разработчики неспроста, поскольку раньше в самом узком проходе, а именно под окном второго этажа, можно было спокойно перекрывать проход выжившему на спасение, а также ставить капкан и прочие всякие пакости делать. Теперь это реализовать охотнику будет труднее. И заканчивает список приятных изменений у нас карта Darkwoods, где места неподалеку от ворот также решили усилить. Если в первом месте решили добавить еще одну палету, то во втором решили подобавлять несколько новых конструкций. А вот уже из неприятного для выживших, разработчики решили ослабить главное здание на карте. Причем сделали они это уже по откатанному шаблону из карты Leo Memory, где ранее абсолютно так же нерфили главное здание, отымая у него сильное окно, взамен выставляя палету. А в нашем случае еще и переставляя палету около машинки подальше от неприятного для охотника угла, перекрывающего слишком много пространства. Считаю это изменение справедливым, поскольку раньше это главное здание было одним из самых сильных. И открою вам секрет, оно остается все таким же сильным на самом-то деле, если правильно использовать все те ресурсы, которые оно вам дает. Ведь помимо изменений, все таким же осталось сильным окно около камина, которое позволяет в одну сторону сделать довольно-таки неплохую перетяжку с одним сбрасыванием палет хорошим, либо с перетяжкой в сильный аттракцион, на котором можно словно Тарзан прыгать. Вкратце все еще много всяких разных способов разыграть это здание у выживших есть, поэтому особо не расстраивайтесь, просто их изучайте. А теперь мы рассмотрим болезненные изменения на картах. На карте Sacred Heart Hospital решили переделать одну из сильных конструкций лабиринта, убрав там лишнее захламление, которое мешало передвижению, и сгладив там стену. Вкратце говоря, конструкцию существенно ослабили, но не так сильно, как это сделали на Arms Factory. Теперь одна из сильнейших конструкций на Arms Factory будет ослаблена. В ней расширили место для маневра и вдобавок прорубили еще один проход, чтобы суммарная длительность кайта у выживших не была настолько заоблачна, как бывает иногда сейчас в ней. Это определенно не самое жесткое решение, но довольно-таки справедливое. Еще на кайт на этой карте повлияет удаление катушек около главного здания. Теперь катить в тех двух палетах вы будете немножечко меньше, поскольку охотнику их будет проще обходить. На этом изменения карт подошли к концу. Разработчики также добавили улучшения для распределения поинтов в матче, скриншот с которыми я вывел на экран, и также разработчики улучшили быстрые фразы. Пока непонятно, как именно они будут выглядеть, но если это то, что показывали ранее, то я только всеми руками за. Это очень сильно упрощает игру и должно быть удобным. В любом случае, все изменения быстрых сообщений всегда приводили к одному – к улучшению коммуникабельности в команде. Вот и подошел к концу весь список корректировок, улучшений, ослаблений, самого большого по балансу патча в этом году. Мы наконец-то дождались реворка Рипера, с чем я вас и поздравляю.
получили улучшение и так сильных персонажей. Однако стоит отдать должное разработчикам, они не забыли про малопопулярных персонажей и также их улучшили. По традиции разработчики не забыли ослабить мету, за что большое спасибо, но как по мне этого мало, я бы сделал больше. Ну и также по традиции разработчики продолжают менять детородные органы на оптимизацию в мобильном приложении игры. Она как была отвратительной, так такой, к сожалению, и будет дальше оставаться. Подробнее об этом я говорил еще в этом видеоролике конца 2024 года. На этом у меня на пока что все. Спасибо за просмотр. Не забудьте про полезные ссылочки из описания. Также прожать лайк и подписку, если вы все еще этого не сделали. Хороших вам матчей и до скорых встреч.